Что вы знаете о природе Туркестанской области? Как выглядит новая туристическая тропа в Аксу-Джабаглинском заповеднике? Какие истории хранит этот край? Меня зовут Ануар Нурпиисов. Специально для вас я съездил в Туркестанскую область, чтобы рассказать вам о местах, от которых вы искренне скажете «Вау, Казахстан!». Многие считают, что туристический сезон в Казахстане заканчивается в сентябре, но это не так. В этом выпуске я покажу вам, что у нас есть куда отправиться в путешествие даже в середине октября. Юг Казахстана всегда встречает с распростертыми объятиями. Но это не точно. Чтобы увидеть вау-места Туркестанской области, лучше всего приехать в Шымкент и остановиться в нем же. Многие природные достопримечательности находятся в радиусе 200 километров от этого мегаполиса, и каждый день вы сможете открывать красоту в любом направлении от Шымкента. А начинаем мы наш путь с Байдыбекского района, где долго пряталось от людского внимания интересное место. Я помню, что впервые узнал об этом месте на одной фотовыставке. Тогда я начал подозревать, что я совсем мало знаю страну, в которой вырос. И это был тот день, когда зародился мой интерес к путешествиям по Казахстану. В Туркестанской области есть вау-локация, которую пропустить просто нельзя. Пещера Ах-Мечеть. Вокруг этого места ходит очень много легенд и историй. Оно и понятно. Ведь когда ты туда попадаешь, в твоей голове прокручиваются десятки сценариев тех событий, которые тут могли происходить. Пещера уникальна тем, что там образовался оазис. Хотя на поверхности в радиусе десятков километров нет ни одного дерева. Ведь в пещере образовался свой микроклимат и фауна из птиц и летучих мышей, которые нашли в этом месте свое пристанище. Атмосфера этого места мистическая. По объему пещера сравнима с крытым стадионом. А если говорить о версиях происхождения пещеры, то вероятнее всего в этом месте упал огромный метеорит, и миллионы лет талая и дождевая вода вымывала грунт. А впоследствии получилось это чудо природы, которое ждет встречи с вами. Чтобы посетить нашу следующую точку, мы отправились в сторону села Мадани Толебийского района. Затем около 5 километров по проселочной дороге вдоль могущественной реки Аксу. Затем необходимо спуститься в каньон и следовать по тропинке. Говорят, вода камень точит, а большая вода точит большие камни. И это место подтверждает эту фразу. Глотка дракона. Грот, созданный под воздействием бурного потока реки Аксу, в теплый сезон привлекает толпы туристов. В самом гроте из-за бурного потока реки очень шумно и еле слышно рядом стоящего человека. Но ученые говорят, громкий шум реки полезно воздействует на наше тело и ум. 15 минут постойте в таком шуме, и вы сможете перезагрузить свой организм. Очистив свой эмоциональный фон, мы отправились дальше вдоль реки Аксу. Нашей третьей точкой в маршруте стал один из самых живописных каньонов Южного Казахстана. Жители Шымкента и Тараза очень любят сюда приезжать, и судя по тому, что я узнал о нем не так давно, они не любят особо о нем распространяться. Но я готов это сделать за них. Мы приехали на нашу следующую локацию под названием каньон Аксу. Я уверен, вы даже не подозревали, что вот такой большой каньон есть в Туркестанской области, рядом с Шымкентом. Я здесь был летом, и летом здесь было очень жарко, очень людно. Но осенью здесь приятная температура, палитра цветов на каньоне просто потрясающая. Столько цветов, и это невероятно. Осень – лучшее время для каньона Аксу.
Если спуститься к реке, то вы найдете еще одно место. В этот раз обойдемся без спойлеров. Сделайте сами для себя маленькое открытие. Просто подсказка на будущее. Миксер. Если вы приедете в Чимкент и у вас будет полдня свободного времени, то обязательно приезжайте на каньон Аксу. Поверьте мне, здесь очень круто, и вы точно не пожалеете. При виде этой красоты смущает только один момент. Неотъемлемая часть внутреннего туризма – повсеместный мусор наших туристов. Я уже начал переживать за то, что мы еще не встретили вау-локацию на нашем пути. Но в завершение первого дня нашего путешествия нас ждал большой сюрприз. Этот национальный парк находится в Казгуртском районе. Мы успели застать уходящую золотую осень в этом регионе, и это было прекрасно. Мы приехали в Сайрам-Угамский национальный парк, и это вау, который ты от Чимкента вообще не ожидаешь. Как здесь красиво! Зелень, снежные горы, желтые лиственные деревья. Это что-то невероятное. Надо посмотреть кадры с дрона. Сайрам-Угамский национальный природный парк был открыт в 2006 году, и его площадь составляет 150 тысяч гектаров. На территории парка водится 59 видов млекопитающих и 300 видов птиц, среди которых медведи, волки, кабаны, горные козлы, косули, барсуки и даже дикобразы. Об этом национальном парке я слышал, но не придавал этому значения. Но я не думал, что он настолько красивый. И у меня сейчас такое чувство, когда ты абсолютно не знал об этом месте ничего, и ты его находишь, и такой: «Ва, что такое?» И еще одно новое место. Да, Сайрам-Угамский национальный парк уверенно вошел в копилку мест, которые я буду рекомендовать всем, кто приезжает в Туркестанскую область. Жалко, у нас не так много времени сейчас, чтобы исследовать это ущелье, этот нацпарк. Но вот в следующем году прям нужно обязательно сюда приехать с ночевкой, в палатках, прогуляться на эти пики. Ребята, ну, не знаю, насколько камера передает все величие этого места, но это бомба, честно говоря. Эх, жалко, нам нужно уже уезжать. Но мне так не хочется этого делать, потому что ощущение, как будто я попробовал пробник, и у меня такой природный недогон. Ладно, приеду еще раз, горы никуда не убегут, и вам я рекомендую сюда также приехать и удивиться. Второй день нашего путешествия был полностью посвящен ущелью, которое стало доступно широкому кругу туристов только в этом году. И для исследования этого маршрута мы отправились на самый край нашей страны, к самой границе с Кыргызстаном. Мы приехали в Аксу-Жабаглинский заповедник. Именно здесь находится наша вау-локация, но до нее нам предстоит пройти трек целых 7 километров по Коксайскому ущелью. Как было сказано ранее, это территория заповедника. А попасть на территорию заповедника без разрешения не так просто. Но именно по этой тропе в Коксайском ущелье теперь можно прогуливаться без препятствий. И мы воспользовались этой возможностью. Цвет деревьев был настолько насыщенным, что, казалось, природа переборщила с цветокоррекцией.
местные ягоды тоже переборщили со своими размерами. Посмотрите, какого размера здесь шиповник. Я никогда не видел такие большие ягоды шиповника. В целом в ущелье очень много различных ягод, облепихи, крыжовника. Это говорит о том, что здесь с большой вероятностью водятся медведи. Так, пробуем. Прям самый спелый период. Сейчас середина октября, и температура достаточно комфортная, но самое главное – это палитра цветов, которая находится здесь. Она просто невероятная. Мне даже страшно представить, что здесь происходит летом, но золотая осень здесь по-особенному красиво. Сложность маршрута по Коксайскому ущелью средняя. Уверен, что его преодолеет даже неподготовленный турист. Но в любом походе главное быть готовым к внезапному чувству голода. А как вы уже знаете, трапеза на природе – это отдельный вид блаженства. Набравшись сил после обеда, мы были готовы завершить наш путь. Осталось совсем немного. В очередной раз я вам напоминаю, если вы решили отправиться туда, где вас не было, то лучше всего обратиться к людям, которые знают эти места, и позаботиться о вашей безопасности. В таких случаях я всегда обращаюсь к местным гидам. Это наш гид Александр. Интересно, как в Шымкенте люди выбирают эту профессию? Просто я очень люблю это дело. Поначалу я ходил сам, мне нравилось любоваться красотами, а сейчас мне нравится смотреть на людей, видеть их эмоции, от того, какие они эмоции испытывают, их удивление, их восторг, когда они видят такую красоту. И мне очень приятно показывать людям наши красоты, красоты нашего края. Турист в Шымкенте уже ментально готов к тому, чтобы ходить в горы, экологично отдыхать? Мало готовы, потому что мы водим людей и видим, какой урон они наносят природе, оставляют много мусора. Мы стараемся субботники организовать, но все равно как-то приучать людей к чистоте. Пока особого успеха в этом деле нет. Ну а мы тем временем уже подошли к нашей главной цели. Почти в самом конце ущелья расположено небольшое озеро под названием Коксай. Оно очень элегантное, миниатюрное. И на фоне этого озера открывается невероятный вид на скалы, за которыми уже находится Кыргызстан, по правую сторону Узбекистан. Это озеро находится на высоте 2542 метра над уровнем моря. И сверху оно напоминает галочку. Но мы путешествуем не ради галочки, а чтобы вы уже в следующем сезоне отправились сюда и увидели все это своими глазами и сказали свое честное «Вау!». К нашему приезду озеро уже замерзло, и ледяной покров придавал особый шарм этому естественному горному водоему. Но там, где вода еще не покрылась льдом, можно было увидеть, насколько она кристально чиста. Вау, Казахстан! И наш гид не смог удержаться от возможности нырнуть в эту ледяную воду. Хорошо такая! Я на него смотрю, мне холодно. Вот такие они, горячие шымкентские парни. Как бы нам ни хотелось отснять Туркестанскую область во всей красе, но осенний сезон все-таки ограничил меня в выборе локаций. Я решил вернуться в Алматы, чтобы показать еще пару мест, о которых не успел рассказать в первых программах. Для приезжающих в Алматы я расскажу об очень доступной тропе, где вы сможете легко прогуляться и подышать свежим воздухом. И в этот небольшой утренний поход я взял с собой двух интересных спутников. И как всегда со мной, уже вам известный мой друг Кот Сарбас. Мы прибыли в Бутаковское ущелье.
Эту тропу я бы назвал семейной, потому что по сложности она подойдет как для детей, так и пожилым людям. За что я люблю Алмату? Так это за то, что можно из центра города приехать за 20 минут на природу и попить здесь утренний чай. А чай мы будем пить с моим дорогим гостем из Германии. Знакомьтесь, это моя сестра-путешественница Дина. Она живет в Европе, и мне был интересен ее взгляд на наш туризм со стороны. Сейчас, я думаю, настал тот момент, когда Казахстан может действительно себе дать знать не только достижениями в космосе, но также и просто красотами, и показать, что здесь можно проводить совершенно уникальное время. Вот. И дикая природа — это, конечно, то, чем мы можем выйти на международную арену, скажем, по туризму. Я бы не простил себя, если бы не рассказал вам об этом месте. Это ущелье я открыл для себя, когда все популярные горные тропы в Алматы были закрыты во время карантина, и мне пришлось искать что-то новое. Каскеленское ущелье. На мой взгляд, это самое перспективное ущелье близ Алматы для массового туризма. Тут раздолье горных троп на любой вкус и физический уровень туристов. Вы только посмотрите на эту березовую рощу и виды вокруг. Подводя итоги этого проекта, я задал себе главный вопрос. Что же движет людьми, когда они куда-то устремляются в путь? Ведь они могли спокойно сидеть дома, смотреть очередной сериал и не напрягаться. И с годами я пришел к выводу, что в каждом человеке есть любознательный ребенок, который жаждет новых ощущений и познаний. Но также в этом человеке есть и взрослый скептик, который всегда все пытается просчитать и найти рациональность в действиях. И зачастую, когда дело касается внутреннего туризма, этот скептик побеждает. Я их понимаю, сам когда-то был таким, любил отдыхать за границей. Но однажды я понял, что рядом в том месте, где мы живем, столько возможностей для путешествий и прекрасных мест для отдыха. Мы прибыли к камню под названием Уйтас. Есть поверье, что если искренне загадать желание у этого камня, то оно обязательно сбудется. У каждого пришедшего сюда было несколько желаний, но одно всех нас объединяло. Это мир и развитие нашего общего дома под названием Казахстан. И где бы мы ни находились на этой планете, эту тонкую связь с родным домом потерять невозможно. И ты всегда знаешь, что бы ни произошло в твоей жизни, он всегда тебя примет, поймет и обнимет. И скажет: добро пожаловать домой. Когда я проснулся на озере Зайсан, без всяких причин я решил немного пробежаться. Я добежал до конца озера и подумал, а не побежать ли мне еще дальше? Затем я бежал по горам близ озера Маркаколь и понял, что я совсем не знаю свою страну. Да что говорить, я и себя еще толком не знаю. А после этого я побежал в сторону Рахмановского озера. Говорят, оно лечебное, и я попытался вылечить все свои душевные раны. У меня получилось, и я побежал дальше. Во время бега я много думал о своем прошлом, об ошибках, которые совершил, и о людях, которых обидел. Я понял, что все это были мои этапы развития. Но самое главное — вовремя все это осознать. Вы делаете это во имя мира? Ради бездомных? Защиты прав женщин? Окружающей среды? Животных? Они не могли поверить, что можно бежать просто так, без причин. Мне нравилось бежать. Я бежал и не думал, куда бегу. Мне просто нравился процесс. Но люди в свойственной им манере начали находить в моем беге свой смысл. Йоу, чувак, не могу поверить, это ты! А куда ты бежишь? Ведь от правды не убежишь. От правды можно убежать, от себя не убежишь. Тогда я с тобой! Компания стала расти. Появлялись все новые люди. Кто-то заметил, что я им дарю надежду.
Но я никому ничего не обещал, а просто бежал и делал, как велело мне сердце. Пусть даже кто-то находил в этом хайп. Моя мама всегда говорила, время лечит, и я почувствовал, что это время настало. Тихо, он что-то хочет сказать. Я очень устал. Пожалуй, пойду домой. А что нам делать? Путешествуйте. Только мусор с собой увозите. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Я проехал полмира, чтобы это пропеть. Вау, Казахстан, ведь тебе суждено удивлять всех землян. Вау, Казахстан, про твою красоту можно снять сериал. Но порой мне бывает нелегко быть с тобой, и я верю, однажды станем мудрой страной. Каждый раз вдохновляясь, благодарен судьбе, и спустя 10 лет споем иначе тебе. Әрине Ақтауға барам, Өскеменге барам, I'm a tourist in Kazakhstan. Шымкентке барам, Қарағандыға барам, I'm a tourist in Kazakhstan. Yeah. I'm a tourist in Kazakhstan. Вау, Казахстан, ведь тебе суждено удивлять всех землян. Вау, Казахстан, про твою красоту можно снять сериал. Вау, Казахстан, и в тебе я как рыба, а ты мой океан. Вау, Казахстан, ты всегда меня примешь, ты мой дом, мой отан. Друзья, на этом заканчивается цикл передач проекта «Вау, Казахстан» 2021 года. И мы с нашей командой за все эти выпуски очень сильно постарались, чтобы вы искренне сказали ваше «Вау». Остается лишь добавить: подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик включайте. И впереди вас ждет еще интересный контент.